Так, здесь со старта бежим вот сюда. Здесь можно немножко вот так вот сократить дистанцию, напрыгнув на лестницу и скипнув последние ступеньки тоже прыжком. Можно диагонально, можно фронтальным с дожиманием стрейфа в воздухе. Здесь переключаемся на 100 FPS. И вот здесь вот, входя в этот дверной проем, будет триггер касцены. Мы входим в нее на кувырке. Если у вас мало хп, то можно попытаться кувырком дойти вот до этого стола и залутать пенкиллер. Это чуть медленнее, потому что не совсем оптимальная траектория. То есть нам желательно после кувырка оказаться где-то вот здесь. Теперь, как я и говорил, две страты есть в зависимости от того, сколько у вас гранат. Если у вас две гранаты, то, входя вот сюда, вот здесь, видите, будет сейчас колокол зазвонит. Это будет триггер арены. Вот. Когда мы наступаем на вот эту ковровую дорожку, мы кидаем гранату вот сюда. И она убивает одного из противников. Значит, дальше. Страта заключается в следующем. Здесь 5 врагов вот с этой стороны, 5 врагов вот с этой стороны, и 2 врага вот здесь наверху кидают молотовы. Нам крайне желательно избавиться от врагов, которые кидают молотовы. Что мы делаем? Мы встаем примерно вот сюда, то есть видите, вот здесь такая белая вот линия, да? Мы чуть-чуть не доходим до вот этой белой линии и встаем у занавеса. Таким образом, враг вот этот вот с молотовыми, он нас видит, но он кидает молотов в себя. И также следующий враг может, точнее, как вообще это может произойти? Здесь два варианта. Либо вот этот труп первого врага, он остается наверху, и второй, который молотовый кидает, он наступает на этот горящий труп и тоже сгорает. Но иногда бывает, вот вы видели, что труп может упасть. Это заранее нельзя предсказать. Вот. Давайте я попробую разыграть вариант, где у меня нет второй гранаты. То есть я встаю вот сюда и начинаю убивать их с ингома. Убиваю одного, второго. Так, здесь обязательно соскальзываем и лутаем патроны на ингом. Вот если у вас нет гранаты второй, то лимитирующая стадия, скорее всего, будет противники вот с этой волны, с левой. Напоминаю, что их здесь 5 штук. И последний враг, он всегда будет с обрезом. То есть нам нужно вот этих вот противников убивать. Одного, второго, третьего, четвертого и так далее. Иногда вот эти вот противники, они там тупят и не выходят. Вот как сейчас. Нет, он все-таки вышел. Но иногда они, бывает, не выходят. И нужно вот выходить и немножко выстрелами их агрить. Давайте еще раз попробуем. То есть вот, допустим, у меня гранаты нет. Так, мне повезло. Второй враг, который кидает молотовы, он загорелся от трупа. И еще враги вот с этой с правой волны, они могут находиться иногда хер пойми где. То есть их нужно искать за занавесом, где-то вот здесь они могут быть, или вот здесь. То есть нужно тоже за этим следить. Вот сейчас, видите, враг не выходил, мне пришлось его агрить выстрелом. Собственно, для этого сегмента, для вот этой арены мы сейвили патроны на ингом. Всю парт 1. Так, вот здесь одного из врага можно залутать 25 патронов на ингом. Так, вот это, скорее всего, последний враг с дробовиком. И последний враг с обрезом. И вот этот последний враг тоже с обрезом. Значит, после того, как мы убили 5 врагов с одной волны, 5 с другой, и 2 врагов, которые кидают молотовы сверху, я обычно встаю вот вплотную к этому бассейну небольшому, беру в руки гранату, и здесь есть небольшой тайминг. Нужно будет кинуть гранату в тайминг в открывающийся занавес. Нужно немножко подождать. Вот. И в катсцене эта граната убивает 2 врагов и дамажит также босса. Вот иногда бывает так, что эта граната, она падает примерно вот сюда. То есть вот в это место. И не убивает врагов, только дамажит босса немножко. Такой неудачный рандом бывает. Значит, если у нас бросок получился, то это у нас была последняя граната. Макс автоматически переключится на лучшее оружие. Двойные ингома. Ну, просто подходим к нему и убиваем.
Обязательно нужно будет засейвиться после касцены. Вот, если врагов не убили, допустим, там, не попали в тайминг, то придется всех троих убивать с инкимов. Давайте попробуем эту ситуацию разыграть. То есть сначала убиваем какого-то одного врага, потом второго. Ну и добиваем босса. Давайте еще расскажу про страту, которая используется на индивидуальном уровне. Я не рекомендую делать ее в full game ранах. Нам нужно будет на 30 фп запрыгнуть на голову вот этому противнику. И мы оказываемся вот здесь, на месте спауна вот этих вот врагов, и просто их всех убиваем моментально. Иногда бывает... Сейчас давайте я отмотаю. Иногда бывает вот этот вот враг, который триггерит спавн второй волны противников, он падает куда-то вот сюда, и его нужно искать. То есть, ну, бывает, он хорошо падает, вот здесь его видно, иногда он прям убегает куда-то далеко, его нужно будет искать. И также вот эти вот враги, которые кидают молотовы, они могут умереть, могут не умереть. То есть, ну, опять же, зависит от того, подожгли они себя или не подожгли. Также они могут убить молотовым вот этого врага, на голову которого вы пытаетесь запрыгнуть. Могут тоже и Макса убить молотовыми. То есть, очень нестабильно. Прыжок на голову тоже очень такой нестабильный, потому что голова у врагов скользкая. Макс с нее соскальзывает постоянно. Но самый большой рандом, он заключается в том, куда спрыгивает вот этот враг. То есть он может спрыгнуть куда-то вот сюда, и тогда это вообще изи запрыгнуть. Вы просто прислоняйтесь к этому занавесу и с его головы запрыгиваете вот сюда. Но он может куда-нибудь вот сюда спрыгнуть со второго этажа, и вы ну никак не запрыгнете с его головы вот сюда. То есть будет слишком низкая высота. Ну, соответственно, после того, как мы всех убили, то все довольно просто. Но здесь он гранату уже не успевает кинуть. Просто придется всех с ингомом. Такая вот страта на индивидуальном уровне.